какие у нее эти зубки. На карачиках ползать. Блин. Тут, короче, высота. Сколько здесь метров? Форд номер 4. Всем привет! В этот раз мы отправимся в форт номер 4 императора Александра. Это один из материковых фортов Владивостокской крепости, расположен на вершине горы Проценко. Обнесен оборонительными рвами, имеет двухэтажные оборонительные кофры, которые снабжены системой контрминных галерей. В них же и любят устраиваться на зимовку колонии летучих мышей. На правом фланге форта сохранилась каменная опора для подвесной канатной дороги. Вообще, теперь трудно представить, как возводились гигантские сооружения фортов на скалистых вершинах сопок среди леса. Возле многих фортов проекта 1910 года сохранились массивные каменные фундаменты опор подвесных канатных дорог, использованных для строительства укреплений. Помимо канатных дорог, использовались специальные железнодорожные ветки и применялись самые современные строительные технологии того времени. Осуществлялись огромные по тем временам земляные, скальные и бетонные работы. В последние годы на территории форта размещался флотский узел топосферной связи. В настоящее время форт полностью доступен для осмотра. Мы побываем в кофрах, пройдем по терны и спустимся в контрминные галереи. Как раз когда они вырастут до нашего возраста. Нормально. Здесь, да, здесь затоплено ямой, получается, там вообще заколочено железом. Часть современная была потом. Здесь вояки, да, стояли, поэтому... Вояки стояли, поэтому все выглядит. Вот здесь лестницы. Прикольно, да? Смотри, вода бежит, давит грунт. И дальше, а тут вылезти, ну можно, вон свет. Даже короб чтобы вырезали, здесь стоял короб вентилятор вот такой вот квадратный, почти весь коридор занимал. Здесь застроено, да, было? Смотрю, кирпичи. Ну да, вояки здесь постарались сделать под себя. Чтобы не шарахались всякие ребята. Ну, это выход туда. Надо посмотреть. Получается, мы спустились. Ну да, мы же вниз спустились. Зелененькая какая-то. Да, покрашено. Это уже вояки современные покрасили, правильно? Конечно. Пока не видит. Исторический вид. Да. Сейчас скобу повыдирали, да? Ну, часть выдернула. Часть, да. Ну, там, да, Ну, постройка такая, да, металлическая, короче. броняха такая, смотри, там толщина, да? Хорошо, что хорошая толщина. Сосули. Ну вот эти выходы на эти.
А вот здесь когда-то стояла противопольная система везде. Да, и сверху по этой стене, которая наверху, то есть бункер. И вот вижу, здесь кусок бетона не откололся, не по башке. Лежала подушка из асфальта и закрыта была металлическим листом. Ну, просто железо, наверное, кто-то уже посворывал, да? Ну, понятное дело. На некоторых фортах, кстати, железки сохранились, на семерке есть. Да, кстати, знаешь, где мы вот такие видели асфальт, Андрюха, помнишь, на 12-м мы лазили? Ну да, там все. И там все засыпано, вот как раз, и мы еще думали, почему здесь асфальт. Кто-то там есть. Сейчас мы встретимся с кем-то. Высота такая нормальная здесь, да? Посвети на потолок. В тот мы не пошли, потому что там лазят люди, и мы пошли в другой вход. Спускаемся все ниже и ниже. Знаешь, что самое яркое, может оказаться на глазах? Кстати, здесь растаял лед. Растаял лед. Камень в руку не попал, нормально? Нет, я... На месте? Он сейчас не признается, попал или нет. Сейчас ниже тоже могут понять, чем... Да, по идее. Да, я говорю, что там вода, не замерзла. И переходит. Ну не видно, да, получается поворот. Ну, высота туда прям вот, очень далеко. Там аккуратнее. Так прорывают ребята. А, ну он поверху растаял. Да. А вот куда нам кто-то? Это будет ярко. Это последний. Против нет, представь, я его засвечу. Кадр. Там очень опасно все. Если что, мы тебе еду будем приводить. Тут, короче, высота. Сколько здесь метров? Глубина? Да. Да хрен его знает, не помню. Че, идем наверх туда, Серега? Может, там будет проход не зарядишь. Помашите мне рукой, пожалуйста. Здесь что, тут? Тоже жопа. А здесь все нормально. Вот здесь можно спуститься. Ну здесь, видишь, просто вода... Да, здесь высоко. Вот так 3 входа. Ага. В конце соединены. Между Это собой, есть да? подвесные галереи, да? Пойдем, мы сейчас на ту горку можем снизу посмотреть. А, на горку, которая сейчас водяная это была? Да, водяная. Где Настя? Там сзади. Ну вода течет. Паук. Паук живой. Чуть-чуть сверчков бывает куча, вон еще какая-то херня. Какого фига он здесь забыл? Вон муха, видишь, еще какая. Я больше скажу, в портах бывает летом попадаются лягушки и даже ежи. Ежи? Да. Ну такие же по этим, по пещерам, да, Серега, очень много? Да. И здесь шмяк. Известняк. Известняк? Известняк. Известняк, главное не шмякнуть в него. Вот они попадают. Мышки? Да. Мышки? Да. У-у. Надо домой набрать. Блин, ништяк. Надо пучок маленький. Не кота, не... Сильно не светите только, ребята, чтобы Да, они это. уже просыпаются, не спят уже. Они шевелятся весь пучок. Не, ну чтобы это. О, блин, вообще тема, конечно. Я боюсь, тут наоборот выйдет, они вас едят. Летучие мыши, которых мы встретили в контрминных галереях, уже потихоньку начинали выходить из зимней спячки. Они могут неподвижно спать до 5 месяцев. При этом частота сердцебиения и количество вдохов падает в сотни раз, а температура тела понижается практически до 0 градусов. Из-за минимальной жизнедеятельности увеличивается продолжительность жизни и составляет от 15 до 30 лет. Отдельного внимания заслуживает иммунитет летучих мышей. Из-за своего необычного, скучного образа жизни эти удивительные животные приспособились к постоянной циркуляции патогенов.
в особенности вирусов. Множество болезней у них протекает бессимптомно, часть которых может являться смертельно опасными для человека. Летучие мыши являются естественным резервуаром бешенства, вирусов Марбург, Эбола и коронавирусов, входящих в группу особо опасных инфекций. А почему они сидят пучком постоянно? Ну они греются? Так теплее? Очень прикольно. Вон там еще маленький пучок есть. Но он не маленький. Я еще больших не видел, это маленькие кролики. Большие пучки штук по 50, наверное, если не больше. Возьми штанов. Селфи. Сейчас. И одна такая проснулась, сказала: кто там светит фонарем, суки? Ты посвети себе, блядь, в глазах. Ты зло. Кожаную. Ой, она просыпается. Ты маленькая такая. Облизни ее. Смотри, какие у нее эти зубки. Все, и теперь идем смотреть ледяную горку. Блин. А ты что, куда собрался? На самый верх? Направо, выход. Ладно. Здесь можно на шпагате чуть-чуть выйти. Вода. Более-менее. Все тает. А, вот мы там были, да? Да, и там. Ну-ка посвети еще своим мегафонарем. Сухо. Ну, поехали. Идем. Опа. А, это еще один, да? Ага. А сколько их тут таких? Уже 3 было, да? Ага, на втором порту таких может быть вообще очень много. Представь, пока это строилось, сколько это времени. Это капец, я не представляю. Да. Мы заходили с правой стороны, а вышли с левой. Вот нам подниматься туда. На самый-самый-самый верх. По скользким ступенькам. Вот этот асфальт может просто рухнуть в любой момент. И вот он. Железо получается. Украли, уже спилили. И вот поэтому бежим быстро. Рюкзак расстегиваться начинает. Да? Рюкзак начинает расстегиваться. Ну или бэклап, не знаю, что мы Везде такая плиточка. Антискользящая. Два боевых этажа. Гулять. На шестом борту так было. Это тоже конторминки, да? Ну, это такие же, да? Влево и выйдем, влево, вот сюда же тоже большое помещение. Ну да, сверху выйдем. О, крыша заполнена оттуда. Ну, больше, чем тот, да? Больше, чем да, где мы там нашли. Это тоже не огромная. Не, ну такая, ну побольше, чем там. Это маленькие кучки, их раньше больше висело. Люди стали ходить, видишь, распугивают. Лезут своими пальцами, корявками их тыкать. Лезут фонариками этими. Да? Да нет, камерами, мне да? кажется, как раз этот, как говорят, да, коронавирус пошел от летучих мышей. Китайцы начали их есть. Такие пушистые, прикольные. Не, прикольно.
Да, метик, метик. Нет, красочка. Замечательно. Ну-ка, свали. Мышка надо? Мышка. Недорого, да? А недорого. Рот открывай, ставь на Димитрий. Мягкощество. Они тепленькие, да, Наня? Да холодные. Ладно? Ну, им-то тепло, наверное. Только пальцы не облизнуть. Я с ним больше здороваться не буду. Не поверишь, он уже как-то еще задницу затирает. Светогнел так. Ну да. Потом летом улетают. Ну, они, наверное, здесь живут, я так понимаю? Ну, да. Они, грубо говоря, в спячку впали и все, да? На карачиках ползать. Блин. Как вы думаете? Сука. Я камера непроницаемая. Да, и фонарь тоже. Сука. Я стою На краю. на краю. Мы преодолели очередные затопы. Свобода. Мы сделали это. Видон, конечно, отсюда вообще крутой. Видно водохранилище. 5-й, 6-й форт. Просто крутые виды. И форт номер 2, на который, я надеюсь, мы отправимся в ближайшее время.